Приветствую вас на канале Сад и Огород своими руками. Сегодня мы проводим формировку низкорослых томатов. Я расскажу о способе формировки на 3 стебля. На мой взгляд, из нашего опыта, это наилучший способ выращивания. Можно ли не формировать низкорослые томаты? Конечно же можно. И на полях их никто не формирует. Но мы выращиваем небольшое количество, поэтому мне трудно. И тем более, если это положительно влияет на конечный результат, то это нужно делать. Чем мы сейчас и занимаемся. Итак, друзья, формировка на 3 стебля. Смотрите, от корня пошел пасынок. Вот он, такой огромный пасынок. Мы его немножко просмотрели, нужно было его убрать раньше. Убираем то, что идет от первого листа. Мы обычно убираем. Можно убрать пару-тройку нижних листьев. Они не нужны, они соприкасаются с поверхностью почвы и могут заболеть. Все-таки дожди идут и конденсат какой-то. Смотрите, вот еще один пасынок. Вот смотрите, еще один пасынок идет от корня. То же самое, не оставляйте его, убирайте. Он забирает у низкорослого томата очень много сил и отвлекает его от выполнения поставленной цели по максимальному плодоношению. Так, убираем нижние 3 листочка. Вот таким образом чуть-чуть очищаем. И когда мы очистим все низкорослые томаты на все грядки, здесь будет проходить хорошая вентиляция, и растения дольше останутся здоровыми. Мы снизим риск возникновения заболевания. Смотрите, мы подходим к первой кисти. Вот она, первая кисть. Вот она. Уже начали вязаться на ней томатики маленькие. И вот именно в районе первой кисти появления нужно оставлять эти 3 стебля. Вот один стебель оставляем, оставляем второй стебель, и здесь вот на этом нету 3-го стебля. Ну хорошо, здесь пока оставляем 2 стебля. Давайте посмотрим следующий вопрос, следующее растение. Вот, друзья, вот первая кисть, и в районе вот этой первой кисти мы оставляем 1 стебель, оставляем 2 стебель оставляем и 3 стебля. Вот они, 3 стебля. Вот они, такие мощные, такие красивые. Вот этот убираем, как я показывал уже на предыдущем. Убираем, который от корня идет. Убираем 3 листа. Смотрите, это очень легко и просто. Вот они лишние, эти листья лишние. Все, 3 стебля оставили. Смотрите, у нас шпалера есть. На шпалеру привязан пока 1 стебель, основной, который был изначально. Со временем мы имеем возможность точно так же привязать сюда и оставленные дополнительные 2. То есть будем подвязывать, чтобы стебли эти, кисти не ложились. Вот эти все оставленные стебли, 3, ну 2 из них будем подвязывать. 1 уже подвязанный. Сколько томатов мы сможем собрать? Смотрите, 1 кисть, 2 кисть, 3 кисть. И завершковался. Низкорослые томаты, они имеют ограничения по своему росту, самостоятельно вершкуются. То есть на одном стебле у нас возникло 3 кисти. На следующем у нас возникнет тоже 3 кисти. И на этом возникнет 3 кисти. То есть 9 кистей. 9 кистей по 1, 2, ну по 6, 7 томатов. Это оптимальная нагрузка, которую способен вытянуть куст низкорослого томата. Можно, конечно, 5 стеблей оставлять, и кое-кто оставляет. Но я считаю, это лишняя нагрузка на куст. Он в редких случаях сможет вытянуть 5 стеблей по 3 кисти. То есть 15 кистей, вот, чтобы они стали крупными, и все томаты. Он начнет самостоятельно сбрасывать. Друзья, зачем доводить растение до того, чтобы оно начало регулировать плодовую нагрузку, если мы можем это сделать раньше, и растение не будет тратить силы на наращивание вот еще 2 стеблей, которые потом все равно кисти скинутся, цветочки осыплются. Корневая система, она не безграничные возможности у нее, поэтому вот формируя таким образом, мы как раз таки и приводим вот этот баланс корневой системы и надземной части. 3 стебля, на которых располагается 9 кистей, идеально вырастают и хорошо плодоносят. Формируя таким образом, еще мы получаем более ранний урожай и более крупные томаты. Вот как-то так, друзья. Проводим каждый год такие формировки на низкорослых. Нам нравится и довольны и урожаем, и растения благодарят нас своим и внешним видом, и отдачей плодов. На этом видео закончу. Всем хороших растений, крепкого здоровья, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.